Привет всем, с вами Даша, вы на самом кофейном канале Кофеек. В этом видео мы снова окунемся в историю и на этот раз поговорим про немецкий бренд Dallmayr и обсудим его топовые позиции. Кристиан Райтер 3 века назад открыл маленький магазинчик свечей в Мюнхене. Да, звучит уже интригующе. Казалось бы, популярный кофе с нотками шоколада и свечи. Что здесь общего? Абсолютно точно ничего. Но жизнь непредсказуема. В том далеком 17 веке причудливо изогнутые свечи Кристиана были в диковинку. Их охотно покупали немецкие бюргеры. Случилось так, что вскоре магазинчик выкупил баварский купец Алоис Dallmayr. Он расширил ассортимент и сделал ставку на мюнхенских богачей. Добавил заморские фрукты, африканский кофе, какао и китайский чай. Также он сделал первую именную вывеску «Деликатесы от Алоис Dallmayr». После смерти Алоиса магазинчик с деликатесами купил Антон Ренделькофер и отдал его в полное распоряжение своей жене Терезе. И тут пошло-поехало. Тереза была очень творческой личностью и обустроила интерьер магазина по-своему, добавив в него изящные художественные детали. Но название магазинчика Тереза оставила неизменным. И уже к 20 веку Терезе Ренделькофер удалось сделать магазинчик одним из лучших в Европе, а среди постоянных клиентов были члены королевских семей. Более 70 лет назад компания освоила новое направление – производство кофе с собственной торговой марки, открыв обжарочный цех. Для создания купажей даже наняли эксперта по кофе Конрада Вилле, в обязанности которого входил контроль за всеми этапами производства. К началу 40-х производство и реализация Dallmayr стали основным направлением бизнеса. Но грянула Вторая мировая и строжайший запрет на кофе. В 1941 году магазинчик подожгли. Восстанавливали его уже после войны благодаря внуку той самой Терезы. И уже через 20 лет в Германии открыли крупнейшую кофейную фабрику и создали новый сорт Dallmayr Продома. С него как раз и начну знакомить вас с топовыми позициями. Это стопроцентная арабика средней обжарки из Эфиопии, Гватемалы и Коста-Рики. Приятные шоколадные нотки во вкусе, ореховый аромат и утонченная кислинка. Такой кофе есть с кофеином и без кофеина. Готовить его классно в турке, френч-прессе и кофемашине. Кстати, видео о том, как правильно готовить кофе в джезе и френч-прессе вы также можете найти на нашем канале Кофеек. Классический вариант Dallmayr Classic – это купаж 65% арабики и 35% робусты средней обжарки. Такой кофе идеально подойдет для приготовления в машинке. По результатам потребительского опроса в Германии этот кофе стал хитом продаж в 2012 году. У крепкого напитка шоколадно-ореховый аромат, нотки карамели во вкусе и ярко выраженная кислинка. Dallmayr Эфиопия – это моносорт эфиопской арабики средней обжарки. Кофе-участник программы по восстановлению ресурсов, имеет сертификат UTZ. Это значит, что каждая проданная пачка гарантирует высадку 5 саженцев в Эфиопии. Кофе характерны цветочные нотки в аромате и миндальное послевкусие. Dallmayr Espresso d'Oro – это настоящее шоколадное наслаждение. Бленд 50% арабики и 50% робусты темной обжарки. Кофе характерны пряные нотки и легкая горечь. Эспрессо де Оро идеально подходит для приготовления макиато, латте-макиато и капучино. И необычный Dallmayr Crema de Oro Selection Mexico, в котором чувствуются приятные медовые нотки с кисловатым оттенком цитрусовых. Это стопроцентная арабика из Мексики средней обжарки. Очень приятный вкус, мне нравится готовить такой кофе в пуровере, и между прочим об этом у нас также есть видео. Все представленные позиции и многие другие вы можете найти на сайте кофеек.com.ua, ссылочка под видео. Пробуйте и выбирайте своего фаворита. В 1985 году кофейная фабрика стала отдельным производством, а дом деликатесов Dallmayr в Мюнхене имеет свой ресторан, кафе-бистро и фирменный магазин. Дом деликатесов ежегодно посещает 1,5 миллиона туристов. Там есть возможность в дегустационном зале попробовать сорта кофе, которых не бывает в свободной продаже. Кофеманы, держитесь!
туда стоит заглянуть. Вот такая вот история немецкого бренда Dallmayr, который до сих пор продолжает креативить и радовать нас высококачественным и вкусным кофе. Большое спасибо за просмотр этого видео, я надеюсь, что теперь вам будет легко сделать выбор. Хотя с таким-то разнообразием нужно пробовать все. До скорых встреч на канале Кофеек.